Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить про Sweetcoin. Если вы подписаны на телеграм-канал, то уже в курсе, что мы создали чат там, да, и ведем обсуждение проекта. Если вы еще не в курсе, если вы первый раз видите это видео, да, то переходите в закрепленный комментарий, там у нас есть ссылка на телеграм-канал, и в нашем телеграм-канале мы обсуждаем такие проекты, как Walkin, Sweetcoin, StepApp и Pacer. Сейчас вот 4 это основных проекта. Вот, по всем этим проектам созданы свои чаты и делимся своими мыслями и наработками по этим проектам. Конкретно в этом видео хочу с вами поговорить по поводу приложения Sweetcoin. Скорее всего, у вас уже установлен Walkin, да, вы ходите, вы зарабатываете гемы за свои шаги, и так или иначе получаете какой-то профит от своей активности. Вот. В данном случае Sweetcoin поможет максимизировать, что ли, да, вот эти вот самые действия, вот эти самые шаги. Если вы раньше уже сталкивались с этим приложением, да, то скорее всего, ну, как-то оно вам, допустим, не зашло, да, то скорее всего сейчас эта информация, она будет новая, потому что там на самом деле есть два приложения. Одно Web 2.0, да, обычное, просто которое начисляет нам шаги и получаем монетки. Скорее всего, то, которое вы видели в топах, топ-1 чарта. И есть второе приложение, которое чисто по крипте. Так что вот то, которое по крипте, оно появилось совсем-совсем недавно. Они его допиливают и, ну, то есть оно прям реально интересное. Вот. Поэтому, если вы были знакомы с этим приложением, но оно вам не зашло, то не переключайтесь, давайте будем смотреть, будем обсуждать. Там реально есть на что обратить свое внимание. Итак, Sweetcoin, да, если вы его видели, это такое фиолетовое приложение такое, да, которое было в топ-1 довольно долгое время в категориях фитнес. Вот, что в Android, что в iOS. Там действительно огромное количество скачиваний пользователей, да. Почему? Потому что оно, во-первых, Web 2.0, да, то есть, ну, обычное приложение, которое просто считает ваши шаги и как-то с ними, ну, хоть какой-то профит с них можно получать. Ну и также это какое-то создается ощущение телемагазина на диване, ну, то есть очень неоднозначная такая история, да, то есть ты вроде ходишь, ты получаешь какие-то монетки, но куда ты их можешь потратить, если, ну, я думаю, вы, если скачивали, то все прекрасно понимаете, если не скачивали, то увидите. Вот, совершенно ненужные вещи, ненужная какая-то активность, да, вот если покопаться, можно найти что-то интересное, полезное, ну, прям вот это реально редкость. Поэтому что-то рассказывать, показывать по этому приложению абсолютно не было никакого желания, потому что, ну, блин, камон, это обычное приложение, да, когда ты просто ходишь и какой-то телемагазин. Но когда появилось приложение Sweetcoin Wallet, то игра очень-очень изменилась. Теперь можно считать, что Sweetcoin это самый-самый трушный, такой настоящий, да, move to earn проект. Почему? Потому что там заложены именно те идеи, тот вот посыл, который создавался в Stepan, который создавался там в Walkin, да, но Stepan, он ограничен, например, своей истории, да, которая была и который шлейф за ним тянется, и также, естественно, там был высокий порог входа, да и вообще эта история больше, наверное, про мотивацию. Если вам не хватает мотивации заняться спортом, начать бегать, да, то, наверное, Stepan это отличное решение, чтобы закинуть туда какие-то свои деньги и в течение 2-3 месяцев получить их назад, а то и не факт, что еще получить. Вот. Ну, короче, бегать, стараться и приводить себя в форму. Наверное, это основная идея Stepan в том виде, в котором он сейчас находится. То по Walkin, да, какой это move to earn, ну, наверное, тоже это не совсем так. Так и говорили разработчики, что, ребят, забудьте уже про то, что Walkin это move to earn, да, там мы зарабатываем гемы, но как бы основная идея вообще не в этом, да. Основная идея в том, чтобы качать своего персонажа, чтобы как-то в него вкладываться, но ногами, своей активностью зарабатывать, собственно, гемы, да, и делать себе прогресс в игре. Если мы рассматриваем Sweetcoin именно в версии Web 3.0, да, то это такая самая-самая трушная. То есть началось все с чего, да, там есть такой вот график усложнения майнинга. То есть мы ходим и майним, соответственно, Sweetcoin. Что важно, да, то, что
прогрессия сложности, она, ну, это прогрессия, да, сложность возрастает с каждым разом. Первая ключевая идея, да, что реально за шаги происходит майнинг, да, получение монеты. Это важная идея, которую стоит закрепить, потому что ни в одном из этих проектов, вот Stepan, они планировали GMT сделать по этой технологии, да, и многие стали закупать GMT именно, чтобы, ну, и кроссы качать под эту всю историю, чтобы люди, которые пользуются приложением, они именно майнили уже GMT, да, они просто забирали свой какой-то кэш. Поэтому идея построения приложения, экосистемы приложения, да, экономики приложения на основе децентрализованного такого майнинга с увеличивающейся прогрессией, это прям супер-супер круто. Что дальше, да? В Волкине мы видим, что сначала была закрытая бетка, потом открытая, и как-то сами функции начали допиливаться. И только сейчас, где-то в роудмэпе, разработчики закинули идею про то, что, ребят, ну вот, будем партнериться с разными брендами, да, чтобы условно они там заносили нам денежку, мы на ней эту денежку покупали токены, да, и как бы появлялась одежда этих брендов в игре. Тем самым курс токена, он бы поддерживался, и всем было бы интересно. Ребята из Sweetcoin, они пошли совершенно по другому пути, да, они в приоритетах поставили именно вот эту вот историю, да, потому что сам принцип вот этого move to earn, да, надо разрушить, что это пирамида, что ты должен занести, и ты будешь как бы зарабатывать, да, ну, в данном случае забирать свои же деньги обратно. Так вот, что должно случиться, чтобы разрушился этот самый принцип move to earn, да, принцип пирамиды в таких проектах? Да и на самом деле не только в move to earn, а в принципе в play to earn, где нас сейчас заставляют сначала занести, да, а потом ты уже получаешь возврат инвестиций, если тебе повезет. Но как это может работать, когда ты не занес, когда у тебя проект free to play в крипте? А работать это будет только в том случае, если у тебя есть внешний приток ликвидности, да, если у тебя есть кто-то, кто выкупает твой токен, да, и, соответственно, дает деньги тем людям, которые вот получили твои токены, да, вот эти вот монетки, пришли на биржу и продали. Кто-то же у них должен эти токены купить. Соответственно, либо это благотворительность, да, где разработчики, не знаю, закидывают какую-то сумму денег и занимаются благотворительностью, выкупая свои же токены назад и тем самым отдают деньги пользователям, либо это должен быть какой-то внешний приток ликвидности. И понимая эту задачу, ребята из Sweetcoin, они и провернули всю эту идею со своим Web 2.0 приложением. Они сначала пригласили разного рода рекламодателей, можно так сказать, да, партнеров в проект, и далее уже дали возможность людям ходить и получать определенные, ну, пока еще не токены, да, потому что в Web 2.0 это была история, а, ну, просто какие-то монетки условные в игре. Дальше что стало происходить? Да, они увидели то, что приложения начинают скачивать, они начинают попадать в разные топы списков по скачиваниям. Люди начинают заходить в проекты, это круто. Вот. Сейчас там уже больше сотни миллионов пользователей, да, в проекте. И что происходит? Они видят то, что есть приток ликвидности относительно партнеров, да, относительно брендов, которые с ними партнерятся, потому что брендам интересно, когда есть аудитория, да. И они делают уже криптопроект именно в Web 3.0, то, что нам всем с вами так интересно. Если посмотреть light paper проекта, да, там почти 20 страниц или 22, по-моему, там в этом можно прям зарыться, и если вам нравится эта история, да, обязательно сделаем второй выпуск, третий выпуск на эту тему, разберем прям токеномику, разберем планы, roadmap, все. Так что, да, обязательно разберем. На этом этапе что важно понимать, да, что есть два приложения, и эти самые два приложения, они оба нам нужны. Один для Web 2.0, другой кошелек. Если вы хотите зайти в эту приложуху, да, она free-to-play, то есть вообще ничего заносить не надо, можно просто скачать, инвайт-кодов никаких нет, берете, скачиваете и пользуйтесь. Правда, единственное ограничение, которое может возникнуть, это то, что вы живете в России или в Иране, по-моему, да, или еще в какой-то там
еще несколько стран у них есть, где приложение запрещено, вот, в силу разных обстоятельств. Поэтому тоже есть свои варианты, можно переключить, можно скачать VPN, да, и переключить в настройках Apple ID, поставить другую страну, в которой все разрешено. И пользоваться, кайфовать. Ну а если вы нашли это видео через рекомендации или через поиск, ну, во всяком случае, так или иначе, вы первый раз на этом канале, да, оказались, очутились, то переходите в закрепленный комментарий, там есть ссылочка на наш телеграм-канал, там происходит весь движ. Мы разбираем игры Walking, Pacer, StepApp и в данном случае Sweetcoin. Вот. Есть чаты русскоязычные, все обсуждаем, все супер интересно. Поэтому переходите, подписывайтесь и на этот YouTube канал также подпишитесь, если вы еще не подписаны. Так что, друзья, рассказывайте, пишите свое мнение в комментариях, как вам с Sweetcoin, стоит ли делать более подробный обзор токеномики, стейкинга и всего-всего прочего будущего проекта, да, разобрать их roadmap и всю остальную историю будет, мне кажется, интересно поделиться своим мнением. Пока-пока.